Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Надеюсь, что у вас все хорошо. Я хочу сегодня с вами поделиться одним подарком от моей очень близкой и дорогой подруги. Это книга рецептов по тематике сериала Friends. Это просто отвал всего, потому что это один из моих любимых сериалов. Это Friends, и второй мой любимый сериал – это «Теория большого взрыва». Я готова пересматривать их просто снова и снова. Давайте мы сейчас с вами ее откроем. Я, конечно, уже ее посмотрела. Ну, например, содержание. Вот, эта книга, конечно, вся полностью на турецком языке. Вот, ну, ничего, будем апгрейдить мой турецкий. Вот, здесь, соответственно, завтраки, закуски, пицца, паста, хлеб, десерты, вообще все что угодно. Вот, например, паста. Или, например, рецепт. Вот, лазанья, например, но это итальянская секция. Вот, также здесь представлены разные вырезки из сериала Friends. Вот. Те, кто смотрел этот сериал, те, кто фанаты этого сериала, например, как я, то я думаю, что вам тоже будет приятно посмотреть на разные фрагменты из сериала. Тут также к рецептам прилагают иногда, вот, например, выдержки текста из сериалов. Вот это, например, слова Рэйчел в сериале, ну, там в какой-то из серий. Также вот, например, Джо. Также текстовая выдержка из сериала. Ну, понятно, тут все на турецком. Вот, например, это, я так понимаю, это устрицы, я не переводила их. Устрицы по-турецки я не знаю, как будут. Но мы разберемся. Первое, что я хотела сделать отсюда, это блинчики. Ну, здесь это будут панкейки, американские блинчики. Вот, но я нашла рецепт, они тут, правда, есть, но там в ингредиентах, в принципе, по ингредиентам у меня все есть, но у меня нету сыра рикотты, то есть это панкейки на рикотте. Вот, соответственно, мне сначала нужно ее купить, найти хорошую рикотту, и потом я уже сделаю панкейки. Я очень люблю панкейки. Это просто обалденный подарок для тех, кто фанат этого сериала и плюс любит готовить. То есть полная комбинация для таких, как я. А мой муж на день рождения мне подарил мой любимый парфюм. Этот день рождения у меня просто потрясающий. Меня окружают такие замечательные люди в жизни. Хотя я из тех людей, кто не ждет подарки. Мне самое главное внимание и главное, чтобы поздравили, для меня это уже очень многое значит. Также мне Аня еще подарила сумку-холодильник, чтобы мы с мужем комфортно ездили на наши пикники. Особенно это актуально в Турции, потому что здесь, как я уже говорила, очень жаркая погода. Моя кошка Луна пытается украсть чехол от микрофона, ну, мешочек от микрофона. Вот, здесь это очень актуально, потому что хочется взять с собой холодные напитки, холодные фрукты, например. И у нас нету сумки холодильника, и вот как раз моя подруга мне подарила, и также она подарила мне еще такой кремовый хиджаб, но не этот, а другой. Вот, я вам его потом покажу. Теперь предлагаю перейти к другой находке. Это сгущенка. Сейчас, подождите, меня атакует пушистый шпион. Это турецкая сгущенка, но это одна из. Я ее покупала в Филе Маркет. Кто в Турции или кто был в Турции, знает этот магазин. Конечно, она не совсем такая же, как у нас в СНГ, но, тем не менее, очень-очень неплохая замена. Девчонки, у меня упал микрофон недавно, я только сейчас это заметила. Давайте пробовать, и я договорю. Угу. Да, с клубникой, кстати, очень вкусно. Я там говорила, что я сгущенку ела только в формате вот эти песочные орешки, пирожное, печенье, песочные орешки внутри со сгущенкой. Это просто любовь. Я обожаю этот десерт. Наверное, я попробую дома приготовить. Вот, и также тоже один из любимых десертов детства на сгущенке — это вафельный торт, просто вафельные коржи и взбитая сгущенка со сливочным маслом. Это очень вкусно. Готовится элементарно, быстро, вот, но для этого единственное, что сгущенки нужно будет побольше, наверное, купить и найти вафельные коржи. Я здесь вафельные коржи особо не видела, либо я просто не фокусировалась на них. В общем, сегодня у нас воскресенье, 24 мая,
Мой муж сегодня работает, соответственно, на работе они решили взять больше выходных, эту неделю полностью отработать, зато на следующей неделе выходные раньше начать, с понедельника, поэтому, в принципе, всю следующую неделю у моего мужа и у его сотрудников на работе будет такой типа мини-отпуск, поэтому они решили сегодня поработать. Сегодня у меня такой достаточно ленивый день, мне сегодня толком нечего делать, я с утра уже поделала домашние дела, позавтракала, вот, поиграла с Луной, и сейчас, наверное, буду просто отдыхать. Вечером мы поедем в гости к сестре моего мужа, к семье сестры моего мужа. Вот, поужинаем, попьем чай, поболтаем, проведем время. У нее сегодня день рождения, мы также поздравим ее сегодня с днем рождения. В принципе, это одна из основных причин, по которой мы решили сегодня съездить к ней в гости. Наверное, видео в гостях у сестры я снимать не буду, это все-таки такое личное пространство, в которое я не буду заходить, а уже, наверное, в понедельник мы поедем куда-то погулять, и я постараюсь взять вас с собой. Эта морда охотится за книгой и за сгущенкой. И ей совершенно не стыдно. Луна, тебе не стыдно? Ты что у меня украсть хочешь? Микрофон? Я уже отключила микрофон от телефона. Ну, это что такое, Луна? Тебе не стыдно? Конечно же нет, скажи, конечно же нет. Всем привет, это новый день. Сегодня у нас уже понедельник, 25 мая. Мы вот уже, как видите, с рюкзачком едем на пикник. Сегодня мы решили позавтракать где-нибудь у моря. Я ничего особо не готовила сегодня на завтрак, я имею в виду из выпечки. Мы взяли из дома только свежие овощи, оливки, несколько там ягод, я покажу вам потом все. Вот, и заварили чай, у нас есть специальный термос, я вам тоже потом покажу. Вот, сейчас мы заедем в пекарню, купим некоторую выпечку турецкую и поедем на пляж завтракать. Вот, у нас есть походные стулья, походный стол, ну, в принципе, кто-то уже мог видеть в моих предыдущих влогах. Вот, и начнем наш день. Также мы взяли с собой книжки, возможно, мы почитаем, немножко погреемся на солнышке. Ну, в общем, постараемся сегодня провести приятно наш первый выходной, первый день мини-отпуска, скажем так. В общем, мы приехали в одно место, здесь вот это вот Смит Фырын. Фырын это как раз пекарня, вот. Фырын это как раз пекарня по-турецки. Смит это, как правило, такой типа бублик в кунжуте. Иногда он обычный, иногда они его вот так разрезают вдоль, получается. Вот, и намазывают плавленным сыром. Это очень вкусно. Вот сейчас мой муж возьмет некоторую выпечку там. И как раз вот этот смит, вот этот бублик в кунжуте, он попросит сделать с сыром. Вот. Но когда мы приедем уже на наше место пикника для завтрака, я вам там уже все покажу. Вот, мой муж, в общем, купил выпечку для завтрака. Вот эти вот смиты, но они не сырные. Возможно, у них закончился сыр. Они обычно вот здесь вот так разрезают и туда намазывают сыр. Ну ничего, они и так вкусные. В общем, там сырный смит. Я просто не увидела там разрез, потому что, ну, в общем, не увидела. Вот, так что я сейчас без штатива, в руке держу телефон, поэтому он может трястись, прошу прощения. Вот, в общем, смит сырный, и это очень важно, потому что это намного вкуснее. Девчонки, в общем, мы приехали на пикник. Мы выбрали такую лесную местность, но, как вы видите, рядом с морем. Вот, тут дорога, все приезжают. Въезд сюда 100 лир. Это въезд и парковка, как бы. Но если вы еще, например, арендуете столики, вот, например, то тогда стоимость плюс еще 300 лир за столик, за один. Ну, они просто сейчас тут вот совмещены вообще за один. Но у нас есть свой столик для пикника. Стулья, то иногда мы их используем, иногда мы арендуем, в зависимости от места и нашего плана. Вот такое чудесное место у нас. Вот наш стол для пикника со стульями. Мы сейчас все будем раскладывать. Там у меня овощи, ягоды. В общем, я взяла еще шоколадку Kinder Pingui, чай в термосе, вода. Там у нас выпечка.
Вот. И, конечно же, у нас море. Вы только посмотрите на эту красоту. Сейчас я поближе подойду, покажу вам. Вот. Это же просто нечто. Вообще, вы только посмотрите. Это шикарное место. Мы очень голодные, мы ничего еще не ели на завтрак. Ну, точнее, я съела йогурт утром рано, когда проснулась, но я уже проголодалась. Потому что сейчас время у нас уже 11 утра. Вот, в общем, пора завтракать. Приятного аппетита, если вы тоже завтракаете сейчас. Я хочу протестировать сейчас один из подарков моей подруги Ани. Аня, привет. Это сумка-холодильник. Вот сейчас посмотрим, насколько там все холодное. В принципе, я не так давно достала все из холодильника. У меня там овощи, как я уже сказала, ягоды и шоколадка. Вот, посмотрим, насколько оно сейчас холодное. Но, если честно, на улице сейчас не очень жарко, поэтому вряд ли там что-то прям успело бы нагреться. Вот, ну, давайте посмотрим. Вот так это выглядит внутри. И что я хочу сказать, на ощупь все, как из холодильника, пока что ледяное. Вот, ну как, очень холодное. Так что, в принципе, я думаю, что летом она тоже нам будет очень помогать, когда тут уже станет под 40 градусов жары. Вот. Также я взяла еще оливки черные, домашние. Это родители моего мужа. У них в деревне растут деревья оливковые, они их собирают по сезону. И потом, значит, черные оливки в масле закручивают, скажем так, а зеленые оливки засаливают. И также я взяла киндер-пингви нам к чаю. Вот это наша выпечка. Вот видите, как они смиты режут и намазывают там сыром. Ачма ханги пейнирливая зайтили. Одна, значит, тоже бублик, один шоколадный, один сырный и китаны ачма пейнирли. Все. Значит, два сырных бублика, но они дрожжевые. Вот. И один шоколадный. В общем, 4 сырных, один шоколадный. Вот, сейчас будем кушать. Значит, огурцы с томатами черри. И, как я уже говорила, домашние оливки черные в оливковом масле, соответственно. Все, приятного аппетита! С таким прекрасным видом. Ну что, мы позавтракали. Я не снимала завтрак, потому что решили просто насладиться моментом. Я поменяла ракурс. Я сидела, ну, вы видели, спиной к лесу, получается, и к парковке. Но решила сейчас сесть спиной к морю, чтобы вы тоже могли полюбоваться этим чудесным видом. Вот, я хочу почитать сейчас книгу. Значит, автор Энн Бронте. И книга «Незнакомка» из Wildfell Hall. Вот так книжка выглядит. Я ее покупала, когда я была в России прошлым летом. Я делала документы. Вот, и, соответственно, там я на Валбрисе заказала, потому что в Турции русских книг, ну, они, конечно, есть, но здесь они стоят, как, я не знаю, как почка просто, хотя книжки даже порой абсолютно ни о чем, они вот такие вот тоненькие, непонятно вообще, что там, вот, и при этом там книжечка может стоить, например, от 1500 рублей, от 2000 рублей. Еще мы с мужем иногда задумываемся о том, что, по крайней мере, в том городе, в котором мы живем, отпуск, можно сказать, каждые выходные, каждый день. У нас доступное море, очень много открытых пляжей, то есть не пляжи, которые при отеле, и они для обычных людей закрыты, а именно открытые пляжи, доступные, пожалуйста, хоть каждый день езди, купайся в летний период. Здесь таких возможностей очень много, и это очень круто, то есть мы понимаем, насколько мы везучие и насколько это круто иметь такую возможность. Кто не знает, кстати, в каком городе мы живем, пишите в комментариях ваши предположения и посмотрим, кто угадает, а кто нет. У нас также с собой ягоды, значит, клубника и черешня, это с турецкого рынка. А вот эта шелковица, это, в общем, с дерева. Когда мы вчера ездили на день рождения сестры моего мужа, то там у соседей есть дерево шелковица. Они сказали, что мы можем у них взять сколько мы хотим, но мы набрали такую пластиковую коробку
шелковицу. Вот сегодня немножко с собой взяли. Она очень сладкая. Девчонки, всем привет, всем доброе утро. Желаю вам чудесного дня. Мы уже во вторнике, 26 мая, вторник. Вчера, в общем, вчера я завершила влог, скажем так, в рандомный момент, потому что я очень сильно сгорела. Это, ну вот у меня все лицо, я не знаю, сейчас видно, нет, вот у меня розовый нос, у меня просто сгоревшее лицо, вот, наверное, можете видеть разницу, просто. И я не знаю, может быть, на фоне этого мне вечером стало так плохо, но у меня все тело горело, у меня горело лицо, я просто обложила себя мокрыми полотенцами, потому что, ну, иначе было невозможно. В общем, у меня был полный набор симптомов, вот, поэтому я просто вчера отдыхала, чтобы сегодня с новыми силами продолжить наш мини-отпуск. Сейчас мы поедем снова на пикник-завтрак. Сейчас, так как уже лето, в принципе, наступило, уже вон все зеленое, даже в Турции, хотя здесь зелени не везде много, то у нас, конечно, открывается пора пикников, всяких вылазок на природу, прогулок бесконечных и так далее. Вот, и сегодня мы будем завтракать в очень интересном месте, кстати. Никогда не догадаетесь, наверное, но я вам скажу, я в любом случае там потом это место покажу. Мы сегодня будем завтракать в зоопарке. Можете себе представить? Не знаю, есть ли в каких-то других странах зоны для пикника в зоопарках, но в Москве, насколько я знаю, нету. Ну, у нас как-то и культуры такой нет в России. Таких прям пикников постоянных, вот. А здесь, в зоопарке, также есть скамейки, лавочки, беседки. Причем в зоопарке за них доплачивать отдельно не нужно. Ты просто платишь за въезд в зоопарк, и все, ну там или за вход. Вот, и все, и располагаешься там. Единственное, что там нельзя, естественно, зажигать костер. То есть ты там можешь пикник устроить уже просто с готовой едой. Вот, там потрясающая атмосфера, все разных животных, беседки, ручейки, в общем, много всего. Я вам обязательно сегодня все покажу. Вот, так что сейчас мы поедем на пикник. Девчонки, мы приехали в зоопарк. Ну, точнее, сейчас у нас это вот здесь парковка. Вот, сейчас у нас будет завтрак в беседке. Сейчас я вам покажу подальше нашу беседку. Вот она. Потрясающая погода просто. Значит, въезд оттуда. Мы приехали, припарковались, вот, уже разложились в беседке. Сейчас позавтракаем и вот туда пойдем гулять, там уже зона с животными. В этот раз я сделала домашние бюреки, точнее домашний бюрек со шпинатом и белым сыром. Вот, ну такой он тоненький. Конечно же, свежие овощи, турецкий чай. И еще мы сегодня опять купили один сырный Смит, вот. Я очень его захотела. Это теперь наш верный товарищ во всех пикниках. Ну и, в общем, будем отдыхать и завтракать. Давайте попробуем бюрек сначала. Он у меня немного подсох, но я надеюсь, что ничего страшного. Угу. Да, он суховатый. Лицо моего мужа надо было видеть. Короче, бюрек суховатый. Но у меня всегда проблема с бюреками, которые как пирог. То есть я делаю вкусные бюреки, которые как рулетики, как улитки. Но муж сказал, что все равно вкус очень вкусный. Все, девчонки, мы уже покушали наш завтрак. Ну, мы не только кушали, мы еще просто сидели, потом болтали, кушали ягоды, такие же, как вчера, клубника, черешня и это шелковица. Вот, и что-то мы засиделись, решили, что уже пора пойти гулять. Правда, уже стало очень жарко на улице, и намного больше народу приехало в зоопарк, куча детей. Вот, сейчас мы подумаем, куда пойдем, потому что не хочется идти в гиперлюдное место. Тут есть некоторые секции животных, куда далеко не все доходят. Ну, в общем, посмотрим, не знаю, просто погуляем, насладимся прекрасной погодой. Вот, потом поедем отдыхать домой.
немножко передохнем, и мы сегодня хотим помыть машину. Мы, наверное, поедем в там локацию родителей моего мужа. Они сейчас в деревне, но там у них есть место, где можно легко помыть машину очень детально. Вот, и мы давно собирались. Сейчас сезон дождей закончился, вот. Поэтому решили съездить, пока у нас выходные, пока есть время. Вот, и сделать эту задачу. Вот такая лесная местность. В Турции в основном это сосновые леса, сосновый бор, можно сказать. Ну, не совсем, конечно, сосновый бор, как у нас в России, например, но тем не менее. Вот. Сплошные шишки да иголки. Везде парковки, везде куча народу. Сейчас будем проходить через мост. Тут насколько... Да, вон там вода, но там небольшая вода течет, типа ручейка. Вот, и мы так проходим до секции с животными. Вот. Там вода, правда, я не знаю, насколько она чистая. Там какой-то песок. Ну, не знаю, в общем. Вот. Конечно, тут очень много детей. Погода просто шепчет. Будет вечное солнышко. Везде машины, так что надо быть аккуратными. Тут как проезжая часть, так и пешеходная, так что нужно быть очень аккуратными. А там уже виднеются турецкие флаги. Они висят здесь везде, просто повсюду. Здесь вот обитают страусы, но только они немножко далеко. Может быть, не очень хорошо видно. Вот. Это такие сероватые, а там прям черные-черные. Здесь такая очень приятная зеленая зона. Мне нравится, что зоопарк прям в лесной зоне. То есть у вас одновременно и зоопарк, и просто парк, такой лесопарк, где можно просто погулять. Можно руки, например, помыть. Лицо умыть, если очень жарко. Это зона попугаев. И тут, конечно же, очень громко. Единственное, что из-за этой защиты рабицы двойной почти не видно животных на камере. Вот там лестница идет вверх. То есть здесь зона зоопарка, она очень большая. Также прям в гору поднимаются некоторые секции. На самых высотах там у них расположены медведи, тигры, львы и орлы. Это тоже зона попугаев. Такие у них вольерчики, клеточки, домики. Смотрите, кого мы нашли. Смотрите, кого мы нашли. Ой, какие красивые. Какая шерстка у них. Но он уже в теньке. Посмотрите, кого мы нашли. Во-первых, она не молодая. Во-вторых, скорее всего, очень жарко. Вот такая вот. Сухопутная, скорее всего. Вот там у нее овощи, капуста. Это все черепашки любят. Вот такая вот тортилья здесь. У моего мужа в зоопарке самое интересное — это находить разных обезьян. Потому что ему нравится, какие они непослушные и активные. Но они очень смешные и милые. Вот, так что это одни из его любимых здесь животных. Но у него вообще самое такое интересующее его животное в зоопарке особенно — это орел. Орлы. Здесь очень классные орлы. Они на самой вершине зоопарка, там на горе. Туда очень долго идти, мы сегодня туда не пойдем. Я ходила туда раньше, может быть, в следующий раз, если поедем сюда, я уж тогда сниму видео оттуда. Секция мартышек. Вот там сидят парочка мартышек. Что-то они сегодня не активны обычно. А, нет, даже трое. Или сколько? А, он ногу чешет. Она ногу себе чешет. Одна обезьяна чистит другую обезьяну. Ой, ну это вообще, конечно, спа. Это, видимо, у них постройка, это спа-центр. Одна из них решила поздороваться. Привет. Такой, видимо, у нее релакс. Вот там тоже домики. Это разные секции животных. Там, вот я вижу уже копытных тоже. На камере, наверное, не видно, потому что слишком далеко. Вот, в общем, это огромнейшая, просто огромнейшая территория. Тут можно за один день все обойти, а можно лучше приехать несколько раз и просто хорошенько каждую секцию просмотреть. Вот, девчонки, вот там, вот эти вольеры натянутые, вот там орлы проживают, но туда очень долго подниматься, мы сегодня туда не пойдем. Мы уже много погуляли, но я вам обязательно как-нибудь покажу. Ну, не знаю, когда, конечно, не обещаю. Но как-нибудь покажу. Их босс, видимо, он вообще не спускается, он только там и находится. А это, видимо, его, преемник.
его ассистент, который его охраняет, если что, никого туда, вот туда наверх никого не пускает. Ну, а это, видимо, такие ребята на подхвате, которые развлекают толпу. Хотя по рогам так и не скажешь. Но вот тем не менее. Вот этот, кстати, вот этот бьет рогами. Если его сейчас люди раздражать начинают, он начинает вот об эту штуку, видите, там все побито. Вот он бьет рогами сюда, прям злится, он такой серьезный парень. Кто любит животных так же, как люблю их я, то, наверное, вы тоже задумывались о том, хотя бы раз задумывались о том, насколько же удивителен животный мир. Ну, правда, они настолько интересные, чудные, потрясающие. А вот тут я нашла свою подружку, блондинка. Здравствуйте. Эта лошадь передает привет моей сестре, потому что у моей сестры одни из любимых животных – это лошади. Привет, солнышко. Здравствуйте, да, эркек. Угу. Здравствуйте, здравствуйте. Вот там вдалеке еще две. Как-то много блондинок развелось здесь. Так, ну все, мое сердце сейчас растает. Здесь маленький жеребенок. Жеребенок. Ой, ну это вообще, вы смотрите, какой маленький, сладкий. О, ну вот это у нас сегодня удача. Ой, за мамкой так и ходит. Привет. Привет. Какие вы хорошие. Теперь мы заходим в секцию разных сурикатов. А, нет, вру. Попугаи все еще здесь. Там просто на табличке было указано, что здесь разные сурикаты. Ха. Но это не так. Это мини-козочки, козлы. Вон там обед у ребят. Приятного аппетита. Это... А, вот они сбрасывают шкуру. Кстати, можете наблюдать. Вот, смотрите. Видите? А это, видимо, ясли. Посмотрите, какие там маленькие ребята. Они, кстати, отделены от взрослых, насколько я понимаю. Да. Тут только малыши. Детский сад. Тут только малыши. Детский сад. Да ладно. Вот там кушает и прогоняет нас. А вот это уже по-нашему. Вот таких я видела в нашей деревне, когда была маленькая, очень много в России. Беленьких, сереньких, кремовых. А теперь мы нашли Мадагаскар. Лемуры. Там маленькие, опять же, ребята. Тут, видимо, все разродились. Везде есть малыши всякие. Опа. Смотрите, какие у них хвосты длиннющие. Все, сел к нам попой. Ну и ладно. Здравствуйте. Еще один чапает. Чоп. Эй, здрасте. Мераба. Чал Гизальсон. Ну что, девчонки, мы нагулялись. Мы уже топаем к нашей машине. Сейчас поедем домой, отдохнем. Нас там ждет свежий холодный арбуз. Мы сегодня утром купили на рынке. У нас рынок рядом с домом. И мы решили перед нашим пикником зайти на рынок, купить арбуз. Вот. Так что мы сейчас, наверное, его поедим, немножко охладимся дома, отдохнем и дальше поедем по делам. Вот. Ну, а я с вами на этот влог прощаюсь. Спасибо, что были в этом влоге со мной. Надеюсь, что вы наслаждались просмотром, что вам было интересно. Если вам не сложно, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я желаю вам чудесного дня и до встречи в новом влоге. Пока!